Всем привет! Рада видеть вас на моем канале, и в этом видео у меня для вас две крутые новости. Первое. Нас скоро станет 30 тысяч, а это значит, что мой контент кому-то да нужен. Большое вам спасибо, что вы поддерживаете меня, смотрите мои видео и подписываетесь на мой канал. Для меня это очень важно. Ну а вторая крутая новость, это то, что магазин Океан Бусин дарит всем скидку по промокоду ARZU20. Я знаю, что любой мастер получает удовольствие не только от рабочего процесса, но и от самой подготовки к нему. И часто поиск нужных бусин, цветов, форм отнимает много времени, а сложнее всего найти это в одном месте. Поэтому магазин Океан Бусин станет палочкой-выручалочкой для тех, кто ценит свое время и деньги. Повторюсь, что по вот этому промокоду скидка 20% распространяется на все товары, поэтому не забываем, используем промокод. Лично проверила, товары годные. А сегодня мы будем делать офигенную брошь Космея. Вот она. Не будем тянуть кота за энное место, приступаем. Работать мы будем на материалах, которые мне любезно предоставил магазин Океан Бусин. Итак, первое, что нам понадобится, это фетр. У меня это фетр цвета фуксия, 1 мм толщиной. Он довольно жесткий, но я все равно его запялю, мне так будет удобней. Диаметр пяльцев 9 см. Берем выкройку и наносим рисунок на поверхность фетра. Недостающие части нужно просто дорисовать. Ну, это несложно, я думаю, вы это сделаете на раз-два. Специально показываю, как я при помощи струбцины прикрепляю пяльцы к рабочему столу, чтобы освободить руки. Делать это не обязательно, но если у вас есть такой инструмент, то воспользуйтесь им. На самом деле расцветок ниток мулине у нас сегодня будет довольно много в ходу. Я выбрала оттенки красного, темного, светлого, немножко вишневого и бордового цвета. Но в первую очередь мы сейчас задействуем золотую канитель. У меня это канитель диаметром 1 мм. Как вы помните, ее нужно немножко подрастянуть. Если у вас остался вот такой вот кончик, который не получилось растянуть, делайте это при помощи пинцета или каких-нибудь кусачек. Пришивать мы ее будем при помощи мононити. У меня это фирма Gamma, как обычно. Я буду использовать иглы фирмы Pony. У меня они 11 размера. Они очень тоненькие и подходят для работы с бисером. В принципе, и для вышивки в целом они тоже очень хорошо подойдут. Начнем с того, что закрепим край канители. Делаем это несколькими стежками, чтобы она основательно держалась. Как часто нужно делать стежки? Вопрос философский. Одни говорят, что это надо делать каждые 2 витка канители, но я считаю, что можно сделать и расстояние чуть побольше, то есть через каждые 5 мм делать стежок. Ничего страшного не случится. Чтобы стежки укладывались идеально, старайтесь делать их по направлению витка канители. Таким образом, стежочек попадает между завитками и прячется. Направление иголки из-под канители, и когда вы ее заводите на оборотную сторону, тоже под канитель. И теперь мы начнем пришивать нитки мулине. Сначала начнем с почти самой темной нитки, а вот самую темную мы будем потом использовать в серединке цветка. Значит, с почти самой темной ниткой, а именно такой бордовой, мы будем выкладывать на лепестках затемненные участки, то есть тени. Вы можете это делать так же, как и я, а можете сделать несколько иначе. Мое видео не является железобетонным каноном, оно призвано вдохновить вас на работу и сделать что-то свое. Казалось бы, стежки я выкладываю хаотично, но на самом деле я это делаю с определенной тактикой. Во-первых, часть стежков у меня чередуется по длине. Одни стежки чуть длиннее, порядка сантиметра, другие 1,5 сантиметра, какие-то чуть меньше сантиметра. Стежки, как лучики солнца, они расходятся в разные стороны радиально. Таким образом, у нас получится сделать градиент, когда мы эти промежутки будем заполнять нитками других расцветок. Как только мы финишируем с первой ниткой, мы переходим на более светлую. В данном случае это у нас нитка красного цвета фирмы Gamma номером 869. Эту нитку также мы будем располагать
стежками разной длины, заполняя промежутки между другими стежками, которые мы до этого накладывали. Заполнять нужно не весь цветок, мы оставляем место для того, чтобы пришить еще более светлые нитки. Переходим к следующему оттенку. Возьмем более насыщенную яркую нитку. У меня она вишневого цвета, помесь вишни и фуксии. Итак, как я уже сказала, вишенка пошла в расход. Заполняем оставшиеся пустоты. А вот эта темная 872 будет у нас как раз использована для серединки. Серединку мы выполняем следующим образом. Я делаю вертикальные стежки по нижнему краю, а затем по верхнему краю этого участка я буду делать французские узелки. Да, те самые, которые мы уже делали с вами неоднократно, в том числе в видео про брошь-тыкву. Я думаю, вы все уже смотрели это видео. Если нет, то обязательно посмотрите. И по кругу я выкладываю эти французские узелки в один ряд. Оставшееся пространство я также закрываю ниткой мулине. Ну а теперь настало время этого замечательного бисера. Это Чехия. Называется такая форма богемия. Эта форма отличается тем, что края спилены к центру, то есть напоминают собой бочонок. Этот вид бисера, кстати, относится к одному из дорогих видов. Смотрится очень необычно, но если у вас нет аналогов, вы можете использовать любой другой золотой бисер. В принципе, это не будет сильно влиять на конечный результат. Выкладывать мы его будем прямо поверх наших французских узелков. На расстоянии 2-3 мм друг от друга, почти вертикально, чтобы не промахнуться мимо французского узелка. Делаем это по кругу точно так же. Таким образом мы видим, как небольшой объем выступает в виде этих бисеринок. Так и должно быть. Ну а теперь мы начинаем пришивать наши кристаллы, бусины, бисер, все, что сейчас вот найдется у вас, достаем и пришиваем. Пришиваем каким образом? У нас есть определенный план. Мы не просто так пришивали нитки, где темнее, где светлее. Таким же образом мы сейчас будем распределять на этом цветке кристаллы где-то чуть ярче, где-то чуть темнее и насыщеннее. Таким образом мы передаем эффект градиента. Чтобы вас не утомлять, я не буду показывать то, как я несколько раз прохожусь через каждое отверстие, пришивая все бусины и кристаллы. Делаю я это для того, чтобы все они были надежно зафиксированы и ни в коем случае не оторвались. Что делать, если у вас нет кристаллов или каких-либо других расходных материалов, которые будут показаны в этом видео? Не беда, вы можете использовать все что угодно, да на самом деле вы можете даже оставить цветок в таком виде, он уже замечательно смотрится. Не обязательно заполнять его также, но если у вас есть такая возможность, это очень хорошо. Присоединяйтесь и продолжайте делать то же самое, что и я. Пришиваю я все эти детали по принципу подходит, не подходит, нравится или нет. Если она не помещается, какая-то деталь, значит не надо ее туда насильно пришивать. Подбираем что-то иное. Скажу честно, поскольку я очень часто делала броши попроще, скажем так, из расходных материалов, которые легче достать, я решила, что я сегодня оторвусь и пришью сюда вот все, что попадется мне под руку. Кстати говоря, о том, как сажать эти кристаллы в эти оправы, у меня есть отдельное мини-видео, вы можете его посмотреть, ссылочку я оставлю в описании, и вот здесь будет у вас подсказочка, вы увидите. Я пришиваю здесь кристаллы, бусины, также светлых и ярких оттенков, не преследуя никакого принципа, кроме одного: светлое на светлое, темное на темное. Что делать, если у вас нет ниток мулине? Самое простое — это их купить, конечно же, но есть другой вариант, это использовать акриловые краски или вообще ничего не использовать просто какой-то основной красный или темный материал, на который вы будете это все пришивать, я имею в виду бисер или кристаллы или все вместе, и не думать об этом.
Если вы приглядитесь, то правая сторона чуть более светлая, а левая сторона чуть более темная. А теперь нам понадобится для изготовления цветоножки, ну или просто ножки цветка, стразовая цепь с зелеными камнями в золотом металле и нитка мулине зеленого цвета. Заполняю это пространство, которое я нарисовала ручкой. На самом деле нарисовать можно просто небольшой треугольничек, никак его особо не замеряя, не заморачиваясь. И пришиваем стразовую цепь. Обязательно фиксируем первый камешек, промежуток между первым и вторым камнем несколько раз, чтобы держалось просто намертво. И то же самое делаем со следующими промежутками. Тоже пришиваем по несколько раз. Расчехляемся, чтобы было удобнее работать. И сводим между собой вот эти вот два конца, просто сшивая между собой поближе. Отрезаем излишки стразовой цепи. У меня получилась длина порядка 10-11 сантиметров. А теперь убираем излишки фетра по краям, оставляя буквально 1-1,5 мм фетра. Делаем все аккуратно, чтобы не повредить нитки и мононить. И сейчас мы будем делать задний. Для этого я буду использовать кожзам яркого цвета фуксии, как, собственно, у нас была и основа, тоже яркого цвета. С изнаночной стороны мы просто обводим наш полуготовый цветок по контуру и вырезаем. Примеряемся, смотрим, чтобы не было излишков. Если они есть, аккуратненько их удаляем. Далее снова обводим полуготовый цветок на плотном картоне, вырезаем его, но делаем эту заготовку чуть-чуть меньше, на 1-2 мм, чтобы просто она не выходила за края цветка. В этой заготовке мы обводим булавку и делаем в этой заготовке прорези для этой булавки. То же самое мы делаем и на задней части из кожзама. Но делаем эти надрезы очень маленькие, тоненькие, чтобы булавка не болталась. И протаскиваем ровно таким же образом, каким я вам показываю на экране. В таком случае вам не нужно протаскивать широкую головку, замыкающую, а она в свою очередь не разорвет вам все материалы. И обязательно вот этот маленький язычок вытаскиваем наружу. Промазываем клеем картон и аккуратненько прижимаем кожзам к нему, выгоняя весь воздух. И также фиксируем булавку, чтобы она не ходила. Даем пару минут схватиться клею. А затем наносим его на готовую изнанку и прикладываем заготовку цветка. Также даем некоторое время схватиться клею. Поскольку вы уже у меня мастерицы-ученые, вы знаете, как начинать закрывать край броши при помощи бисера. Я знаю, что вы помните, но если вдруг вы немножечко подзабыли или если вы еще не видели, как я это делаю, у меня есть отдельное видео на эту тему, вы можете вернуться и посмотреть его. Ссылочку я оставлю под этим видео, а также она выплывет в подсказках сейчас сверху.
Закрываем край броши, замыкаем, скажем так, все это, заходя в первую бусину, с которой мы начинали. Край я закрываю при помощи матового бисера двух цветов, зеленый и красный. Соответственно, зеленый у меня был для ножки, а красный для самого цветка. Часто вы спрашиваете меня, куда же я спрятала конец или как я соединила между собой эти края. Я сейчас покажу это просто досконально, чтобы вы увидели, что никакого секрета здесь особого нет. Делается это все очень просто. Я прячу нитку в самой броши, то есть я ее прошиваю насквозь. Видите, это довольно сложновато сделать, потому что там очень плотно все прилегает друг к другу. Но можно использовать пинцет. Делаю таким образом несколько раз, чтобы нитка там захватилась и не могла никак выскочить. И все. Чудесная брошка готова. Кстати, не забывайте, изнанка должна быть аккуратной, потому что изнанка – это лицо мастера. Надеюсь, что видео вам понравилось. Вы сделаете замечательную брошь. Не забудьте про приятный бонус в виде промокода. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить ничего нового. Спасибо за внимание, целую всех, пока!